Сейчас будет пересказ фильма «Очень плохая училка». Приятного просмотра. В начале фильма дается короткая предыстория, показывающая школьную учительницу Элизабет Холзи. Она ярко демонстрирует холодность учительницы к педагогическому коллективу, а также к учащимся. Элизабет безразмерно проводит последний, как ей кажется, школьный год, и, недолго думая, покидает опостылевшие школьные стены. Она возвращается к своему бойфренду-богачу, желая быстрее пойти под венец. Однако тот под давлением своей матери неожиданно дает задний ход. Он расторгает с ней все отношения, и девушка, вопреки ожиданиям, через 3 месяца снова возвращается в школу. Там она уже вынуждена знакомиться поближе с коллективом. При знакомстве с коллегами Элизабет неожиданно обзаводится подругой Лин Дэвис и вызывает явную неприязнь одной из преподавательниц лицемерной Эми Белковой. Также она знакомится с новым учителем средней школы Скоттом Делакортом, чьи родители сколотили состояние на часовом бизнесе, и решает его заполучить. Чтобы добиться этого, ей необходимо проявить показанные чувства. Кроме того, она горит желанием сделать операцию по увеличению груди. Однако для этого необходимо раскошелиться ни много ни мало за $9300. Элизабет продолжает вести разгульный образ жизни, как и в прошлом году. Не учит детей, курит марихуану, хамит преподавателям и крайне холодно относится к окружающим. Спустя какое-то время училка решает заработать денег за счет мойки машин на субтехнике. И вместе с классом на этом она зарабатывает почти $10 000. Эми Белкова тем временем пытается подставить Элизабет, наговаривая на ее директору Олли Снару, что девушка присвоила часть суммы, полученной за мойку, однако он ей совсем не верит. Понемногу училка копит деньги, крадя и сдавая на переработку жестяные банки из раздельного мусора, сдавая в комиссионку чужие вещи из школьного ящика и занимаясь сбором средств на репетиторстве своих учеников. Через какое-то время на дискотеке учитель Скотт признается Элизабет как подруге о том, что влюблен в Эми. Это очень расстраивает Элизабет, и она идет курить в спортзал с физруком Расселом Гэттисом и Лин. Позже, во время выступления учительской рок-группы в баре, Скотт при всех признается в любви Эми, что еще сильнее добивает Элизабет. После зимних каникул девушка не оставляет попыток заработать оставшуюся сумму и забывает о наплывательском отношении, которое она проявляла по отношению к своим урокам и подопечным. Она стремится построить свой класс по струнке, и есть почему классная руководительница, чей класс наберет больше всего баллов за общеобразовательный тест, получит круглую сумму. Понимая, что многое она уже упустила и шансов вытянуть класс на наивысший балл честным путем нет, Элизабет идет на обман. Она притворяется журналисткой и назначает встречу с сотруднику из департамента образования, чтобы взять интервью и ненароком заранее увидеть ответы на тест. Девушка спаивает чиновника и похищает у него ответы на тест. После экзаменов семиклассники бьют рекорды по результатам в штате, и Элизабет получает премию, чем вызывает еще большую ненависть у Эми. Белкова не оставляет попыток подставить училку и начинает выяснять подробности методов ее преподавания у старосты класса Элизабет, Саши Бернати, в надежде зацепиться за хоть какой-нибудь прокол, но даже выяснив неприятные подробности из жизни мисс, попытки донести директору остаются тщетны. Через неделю Элизабет отправляет Эми и вызывает вместо нее поехать сопровождать на экскурсию со Скоттом, что для нее является шансом сблизиться с мужчиной. В итоге ей это удается, и они занимаются любовью. Девушка записывает это на диктофон и отправляет запись Белковой, чтобы спровоцировать разрыв со Скоттом. В гневе Эми еще больше начинает подозревать мисс Холзи в нечестной сдаче экзаменов и идет на отчаянный шаг. Она крадет письменный стол Элизабет и находит в ящике брошюру с экзаменационными ответами. Сверив брошюру своей копии, она понимает, что уголок, на котором написан адрес департамента образования, оторван не зря. Затем она допрашивает сотрудника образования по поводу Элизабет и понимает, что все было подстроено. Заручившись обещанием чиновника подтвердить всю историю, она идет к Олли. Этим временем Элизабет налаживает атмосферу у себя в классе, помогает неудачливому робкому Гаррету избежать позора с признанием в любви первой красавицы в классе, Чейз Рубин, и начинает проникаться чувствами к Расселу. Однако на экскурсию является Эми, чтобы сказать, что знает об их интрижке со Скоттом и подставным тесте, предупреждая Элизабет о скорых разборках в кабинете у директора. Элизабет шантажирует чиновника образования с его снимками в кабинете, и на утро в кабинет директора в присутствии полицейского инспектора и Эми Белковой госслужащий заявляет, что никогда не видел Элизабет. Тогда Эми, основываясь на показаниях Саши, намекает на то, что кое-кто в их школе принимает запрещенные вещества. Инспектор вызывает кинологов, но собаки, к удивлению Белковой, идут в ее класс. Полиция обыскивает кабинет училки и находит в столе Эми вещества, после чего Белкову арестовывают. В конце учебного года Эми Белкова увольняется из школы, а Скотт предлагает Элизабет встречаться, на что та отвечает отказом.
Неожиданно для себя самой она обнаруживает в себе симпатию к физруку Расселу. Примерно через месяц они съезжаются, а после летних каникул она становится заучем по воспитательной части в школе на постоянной основе. И на этом все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня.